Дорогие подписчики и уважаемые друзья, кома может длиться неделю, месяц, год, а иногда и 40 лет. Сегодня для вас история любви, в которой любимая супруга ждет, когда ее муж выйдет из комы уже почти 40 лет. Дорогие друзья, если вы еще не подписаны на наш канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Весной 1982 года бывший защитник сборной Франции Жан-Пьер Адамс пожаловался на сильные боли в колене, которые беспокоили его всю жизнь. Но в этот раз терпеть уже не было сил. Пришлось ехать на обследование в Лион, где и обнаружили воспаление сухожилия. Нужна операция. Тогда Адамс еще не знал, что страшная врачебная ошибка сломает его судьбу. Детство у Жан-Пьера было непростое. Он работал на каучуковой фабрике, жил с приемными родителями и много трудился. Несмотря на это, в целом все было хорошо. Он знал, его судьба могла сложиться иначе. Биологические родители отправили его из Дакара в Марсель с бабушкой, когда ему было 8. Плыли они на старой промозглой посудине с крысами. Так что Жан заболел еще задолго до прибытия в пункт назначения. Малыш был на грани смерти, но врачи спасли его, остановив двустороннее воспаление легких. Вскоре его отправили в детский дом, где Адамса усыновила бездетная пара из Парижа. В школе все отмечали, какой он веселый, скромный и обаятельный. Парень рос счастливым и не сетовал на судьбу. В 19 лет Жан-Пьер вновь столкнулся со смертью лицом к лицу. Он ехал с другом с тренировки. Машину занесло на скользкой дороге, и она разбилась. Друг Адамса погиб на месте, а будущий великий спортсмен отделался испугом. Потерю близкого человека Жан-Пьер переживал очень тяжело. Чтобы отвлечься, психолог посоветовал сходить на танцы. Именно там Адамс и встретил свою будущую жену Бернадет. Но и тут все было непросто. Родители Бернадет не хотели даже слышать о помолвке дочери с африканцем. Как раз в это время Жан-Пьеру пришла повестка в армию, и они надеялись, что на этом все и закончится. В армии Адамс быстро привлек внимание огромной физической силой и ловкостью. На одном из турниров по футболу его заметил знаменитый тренер Кадр Феру, который был восхищен игрой Адамса и предложил ему контракт. Это событие сыграло на руку Жан-Пьеру во всех отношениях. Родители Бернадет сменили гнев на милость, и после возвращения будущей звезды из армии пара сыграла свадьбу. Буквально через пару месяцев Адамс дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Франции. В 1972 году он начал выступать в сборной Франции. Через пару лет слава о Адамсе разнеслась по всему миру. Он подписал контракт с ФК Ницца, где он показал свою лучшую физическую форму. Единственное, что отравляло его триумф – постоянная боль в колене. Еще в 18 лет ему впервые порвали коленные связки. С тех пор он плотно сидел на уколах, а с возрастом травмированная нога все сильнее давала о себе знать. Весной 1982 года Адамс окончательно решил завязать со спортом и решил получить лицензию тренера. Он поехал в Дижон на курсы, но тут колено заболело особенно сильно. Он поехал на обследование в соседний Лион, где и обнаружили воспаление сухожилия.
Нужна была операция, но не срочно, ведь Адамс уже завершил карьеру. Тут и подвернулся знакомый врач, который все-таки убедил его не затягивать, попутно пообещав солидную скидку. Жан-Пьер посоветовался с женой, и они согласились, что так будет даже лучше. 17 марта ему провели операцию, после которой Адамс так и не пришел в сознание. Дальнейшие подробности приводят в ужас. Оказалось, что в Лионе в тот день была крупная забастовка врачей. В клинике, где лежал Адамс, один анестезиолог занимался 8 операциями одновременно. Ассистентами выступали стажеры без какого-либо опыта. Именитому футболисту дали вдвое большую дозу наркоза, а молодой стажер неправильно вставил трубку в ротовую полость, нарушив вентиляцию легких. У Жан-Пьера остановилось сердце. Кислородное голодание привело к необратимым последствиям в мозге. Адамс впал в кому. Диагноз неутешительный. Часть мозга повреждена, и большинство функций не подлежит восстановлению. Жан-Пьер мог самостоятельно дышать, ему не требовался аппарат ИВЛ, поэтому перед его семьей даже не стояло выбора, поддерживать его тлеющую жизнь или нет. Жена разделила его страдания и долго пыталась восстановить справедливость. «Я ждала, что он проснется 5 суток подряд, но он остался неподвижен», — вспоминает Бернадет. Спустя месяц после операции она забрала мужа домой, чтобы ухаживать и ждать, когда он, наконец, очнется. У них росло 2 сыновей. Нищеты из-за потери кормильца помогли избежать футбольные клубы, в которых выступал Адамс. Дети Жан-Пьера получили хорошее образование, а старший даже пошел по стопам отца. Теперь он детский тренер. Память о великом футболисте не ушла с годами. На его 60-летие на стадионе Ниццы тысячи фанатов держали баннеры в его честь и скандировали его имя. Нет, он не умер, поэтому вместо минуты молчания они пели и аплодировали. Бернадет 12 лет судилась с анестезиологом, виновным в коме мужа. Гуманный суд присудил ему лишь 1 месяц тюрьмы и 950 евро штрафа. Многие рассуждали, почему Бернадет не отключит мужа от аппаратов, ведь это не жизнь, а существование. Но она отвечала одно. После того, как стала возможна эвтаназия, врачи намекали мне на это, но я не стала и слушать. Это мой любимый человек. Как я могу оборвать его жизнь по своей воле? Он ест и пьет несколько раз в день. Бывает, даже чуть заметно дергается, когда хлопает дверь. Чтобы он умер, мне нужно прекратить кормить его. А я не смогу его убить. Не хватит смелости. Сейчас Адамсу 72 года. 38 из них он провел в коме. Бернадет не разрешает фотографировать или снимать Жан-Пьера на видео. Не хочет, чтобы он остался в памяти таким. Она внимательно следит за новостями из мира науки и верит, что однажды медицина сможет хотя бы частично восстановить функциональность мозга Жан-Пьера. Больше всего я боюсь, что не доживу до этого момента, умру раньше. Я нужна Жан-Пьеру каждый день, каждый час. Иначе он просто не выживет. Ведь он как маленький ребенок. Кто позаботится о нем, если не я? Сыновья? Я не хочу для них такой участи. Это моя судьба.